Урок 1. Как добраться до железнодорожного вокзала? Простите, не могли бы вы мне помочь? Я пытаюсь найти ближайшую железнодорожную станцию, но я немного заблудился. Конечно. Я с радостью помогу вам. Куда вы пытаетесь добраться? Мне нужно сесть на поезд до центра города. Вы знаете, как быстрее всего отсюда добраться до железнодорожного вокзала? Дай мне подумать. Ближайшая железнодорожная станция находится примерно в 10-15 минутах ходьбы отсюда. Хотите, чтобы я дал вам пошаговые инструкции? Да, это было бы здорово. Я хочу убедиться, что по дороге меня не перевернут. Хорошо, без проблем. Пройдите по этой улице 2 квартала, затем поверните налево на главную улицу. Железнодорожный вокзал будет справа от вас, примерно на полпути вниз по кварталу. Понял, спустился в 2 квартала, затем налево на Мейн-стрит. И станция будет справа от меня. Звучит достаточно просто. Именно так. Просто обратите внимание на большую табличку с надписью «Железнодорожный вокзал». Ее нельзя пропустить. Дайте мне знать, если вам понадобятся какие-либо разъяснения по маршруту. Нет, думаю, я понял. Спасибо вам большое за помощь. Я очень признателен, что вы нашли время дать мне эти указания. Урок 2. Борьба с перебоями в поездках. Анна, могу я спросить тебя о том, что произошло во время моей поездки на прошлой неделе? Это было немного помехой. Конечно, Джон. Что произошло? Я с радостью выслушаю и посмотрю, смогу ли я предложить какие-либо предложения. Что ж, мой рейс задержался из-за плохой погоды, и это сильно помешало моим планам. Мне пришлось кое-что изменить. Нет, это такая неприятность. Задержки рейсов могут быть очень неприятными. Как вы в итоге с этим справились? Это немного нарушило мои планы, но я старалась сохранять гибкость. В итоге я перенесла время пребывания в отеле и некоторых запланированных мероприятий. Разумно адаптироваться к таким ситуациям. Неожиданные изменения действительно могут испортить ситуацию, но, похоже, вы хорошо справились. Да, я просто попыталась все сделать правильно. Самое главное, что я все равно могла получать удовольствие от поездки, даже несмотря на трудности. Абсолютно. Главное, не позволить сбоям испортить все впечатления. Пока вы все еще можете извлечь из этого максимум пользы, это самое главное. Именно так. А теперь я хочу рассказать интересную историю о своей поездке, так что в итоге все получилось. Урок 3. Обсуждение планов на отпуск. Привет, Анна. Ты уже начала думать о своих планах на предстоящий отпуск. Знаете, я долго об этом думал, но все еще пытаюсь понять, куда я хочу пойти. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Ну, это зависит от того, какую поездку вы ищете. Что-то расслабляющее и ориентированное на пляж или, может быть, более активный отдых, полный приключений. Хм, это хороший вопрос. Честно говоря, я готов к любому из них. Думаю, я просто хочу отдохнуть и немного зарядиться энергией, понимаете? Я вас слышу. В таком случае, возможно, прекрасное тропическое место будет идеальным. Вы можете провести некоторое время, нежесть на солнце и просто расслабляясь.
Звучит очень привлекательно. Есть ли у вас какие-либо конкретные места, которые вы бы порекомендовали? Что ж, несколько лет назад у меня была фантастическая поездка на Карибы. Пляжи были великолепны, а еда и культура были потрясающими. Карибское море, да. Это определенно интригующий вариант. Мне нужно будет изучить это немного подробнее. Есть другие предложения? Вы также можете посетить Гавайи, красивые пейзажи, множество развлечений на свежем воздухе и по-настоящему расслабляющая атмосфера. Урок 4. Изучение нового города. Привет, Анна. Ты уже решила, куда нам следует приехать в первую очередь в нашей поездке? Здравствуйте, Джон. Я провел небольшое исследование и думаю, что нам обязательно стоит посетить исторический центр города. Нет проблем. Звучит как отличная идея. Сообщите мне, если вы найдете скрытые драгоценные камни, которые мы не должны пропустить. Отлично. Обязательно поделюсь интересными находками. Есть ли что-то особенное, что вы надеетесь увидеть или сделать, пока мы там? Мне не терпится познакомиться с новым городом, поэтому я готова ко всему. Возможно, мы могли бы попробовать местную кухню. Я всегда готов попробовать новые рестораны. Я тоже. Вы подготовили список блюд или ресторанов, которые стоит попробовать. Если у вас есть рекомендации, я с удовольствием забронирую столик. Нет, я еще не составил список. Но я обязательно дам вам знать, если найду хорошие варианты. Не стесняйтесь присылать туда, куда, по вашему мнению, нам стоит заглянуть. Сгодится. Я с нетерпением жду возможности вместе открыть для себя город и познакомиться с местной культурой. Безусловно, это будет отличная поездка. Мне не терпится увидеть, что мы найдем. Урок 5. Восстановление смены часовых поясов. Доброе утро, Анна. Как ты себя чувствуешь сегодня? Привет, Джон. Честно говоря, я все еще чувствую себя немного отстающим от реактивных самолетов. Разница во времени действительно сильно ударила по мне. То же самое и здесь. Смена часовых поясов может вызвать у вас усталость и замешательство. Но я уверен, что мы скоро приспособимся. Надеюсь, что да. Есть ли у вас какие-либо советы по быстрому восстановлению после смены часовых поясов? Я хочу максимально использовать время, проведенное Да, здесь. я считаю, что это помогает получать солнечный свет, избегать обезвоживания и стараться максимально соблюдать местное расписание. Возможно, сегодня мы можем расслабиться и просто осмотреть окрестности отеля. Похоже, это хороший план. Я также читал, что активный образ жизни может помочь, поэтому приятная неторопливая прогулка может помочь. Определенно, давайте сделаем это. А потом мы можем перекусить легкой и полезной едой, чтобы зарядиться энергией. Не нужно переусердствовать, пока мы еще приспосабливаемся. Звучит отлично. Я уже сейчас чувствую себя лучше, просто говоря об этом. Эта поездка будет потрясающей, смена часовых поясов и все такое. Согласен, мы отлично проведем время. Давайте сегодня не спешим, и мы вернемся к 100% в кратчайшие сроки. Урок 6. Стильные и практичные солнцезащитные очки. Привет, Анна. Я заметила, что ты купила новые очки. Они отлично выглядят. Спасибо, Джон. Я хотела найти стильную и практичную пару для нашей поездки. Это важно, особенно с учетом всех прогулок, которые мы будем делать. На какие особенности вы обратили внимание при их выборе?
Что ж, я хотела что-то, что защищало бы мои глаза от солнца, а также дополняло мою форму лица и индивидуальный стиль. Понимаю. Бывает сложно найти идеальный баланс между функциональностью и модой. Именно так. В итоге я выбрал пару с поляризованными линзами для уменьшения бликов, но оправы тоже очень модные. Отлично. Похоже, отличная комбинация. Я тоже хочу купить новые солнцезащитные очки. Какие-нибудь рекомендации? Определенно. Я бы посоветовал выбрать прочную, удобную и идеально защищенную от ультрафиолета пару. В этом есть смысл. Мне нужны модные солнцезащитные очки, которые хорошо защищают глаза, не жертвуя качеством. Урок 7. Откройте для себя местные деликатесы. Привет, Анна. Я слышала здесь много шума о местной гастрономической сцене. У вас была возможность это проверить. Да, я провела небольшое исследование, и, похоже, здесь есть много замечательных ресторанов, которые стоит посетить. Отлично. Какие местные блюда или кухни вам больше всего интересны? Что ж, я читал, что региональные деликатесы действительно уникальны и ароматны. Меня особенно заинтриговала сцена уличной еды. А уличная еда звучит как отличный способ ощутить подлинный вкус местной культуры. Какие блюда из вашего списка стоит попробовать? Я слышала, что местные пельмени и шашлыки на гриле просто восхитительны. И мне не терпится посетить шумные ночные рынки. Все это звучит невероятно. Я проголодался от одной мысли об этом. Есть ли у вас какие-либо рекомендации о том, с чего нам начать? На самом деле, верю. Я составил список из нескольких мест с высоким рейтингом, которые настоятельно рекомендуют местные жители и кулинарные блогеры. Wonderful, I'd love to hear your top picks. This is going to be the perfect way to immerse ourselves in the culinary culture. Урок 8. Тяга к обеду. Привет, Анна. Ты готова пообедать? Конечно, я голоден. Что вы имели в виду? Хочется чего-нибудь вкусного и сытного. Может быть, гамбургер или паста? Бургер звучит неплохо, но я также хочу чего-нибудь более здорового. Как насчет хорошего салата с курицей на гриле? Для меня это работает. На улице есть отличное кафе, где подают вкусные салаты. Отлично. Давайте отправимся туда. Мне не помешало бы отдохнуть от работы. Согласен, смена обстановки будет приятной. Кроме того, мы можем наверстать упущенное в том, что происходит. Конечно, я хотела рассказать вам об этом новом проекте, над которым я работаю. Замечательно, у меня все уши. Ведите путь к обеду. Урок 9. Приключения на свежем воздухе. Привет, Анна. У тебя есть планы на выходные? Не совсем. Почему вы спрашиваете? Что ж, я собирался пойти в поход и подумал, не хотите ли вы присоединиться ко мне? Звучит как отличная идея.
Мне нравится проводить время на свежем воздухе. Отлично. Я возьму с собой несколько батончиков воды и энергии, чтобы заправиться. Хорошее мышление — всегда полезно быть готовым. Что вы имели в виду? Вот эта прекрасная тропа, которую я давно хотела посетить. Она находится примерно в часе езды отсюда. Звучит отлично. Я в деле. Когда нам встретиться? Как насчет субботнего утра около 9 утра? Так мы сможем справиться с жарой. Урок 10. Основы маркетинга. Привет, Анна. Могу я разобраться в чем-то, связанном с бизнесом? Конечно. О чем ты думаешь? Мне интересно узнать, какова маркетинговая функция бизнеса? Не могли бы вы мне это объяснить? Абсолютно. Маркетинговая функция бизнеса связана с планированием, продвижением, продажей и распространением продуктов или услуг. Понятно, что все дело в том, чтобы рассказать об этом и убедиться, что продукт или услуга дойдут до нужных клиентов. Именно так. Маркетинг включает в себя такие вещи, как исследование рынка, реклама, брендинг, ценообразование и каналы сбыта. В этом есть смысл. Каковы некоторые из ключевых целей маркетинговой функции? Некоторые из основных целей заключаются в повышении осведомленности, создании спроса и, в конечном итоге, увеличении продаж и доходов бизнеса. Понял. Все дело в том, чтобы познакомить продукт или услугу с людьми, которые в них нуждаются. Урок 11. Ажиотаж за завтраком. Утро. У вас есть время ответить на быстрый вопрос. Конечно, в чем дело? Мне было интересно, вы обычно завтракаете перед тем, как пойти на работу? К сожалению, нет. По утрам я обычно немного спешу, поэтому у меня нет времени на полноценный завтрак. Ах, понятно. Жаль, что завтрак — такой важный прием пищи. Знаю. Мне действительно нужно приложить больше усилий, чтобы уложиться в свои силы, но из-за моего плотного графика мне не по плечу. Я вас слышу. Может быть, вы могли бы попробовать быстрые и простые варианты завтрака, например, смузи или батончик мюсли. Отличная идея. Мне придется придумать несколько полезных идей для завтрака в дороге. Спасибо за предложение, Джон. Совсем без проблем. Забота о себе должна быть приоритетом даже при напряженном графике. Урок 12. Празднование Пасхи. Здравствуйте, Анна. Вы знали, что Пасха не за горами? Правда. Обожаю Пасху. Это такое веселое время года. Определенно. Весенняя погода и красочные декорации всегда поднимали мне настроение. Абсолютно. А пасхальный кролик и охота за яйцами — это так весело, не так ли? Определенно. Помню, когда мы были детьми, у нас была лучшая в округе охота за пасхальными яйцами. Да. Это были дни. У меня до сих пор есть несколько пластиковых яиц, которые мы собирали раньше.
Это так круто! Ты все еще красишь яйца к Пасхе. Конечно. Эту традицию я соблюдаю на протяжении многих лет. В дело вступает вся семья. Отлично! Мне нужно начать делать это со своими детьми. Им бы понравилось. Урок 13. Посещение церквей на Рождество и Пасху. Привет, Анна. Вы заметили, сколько людей посещает церковь на Рождество и Пасху по сравнению с остальной частью года? Да, я это точно заметил. В эти два праздника в церквях всегда полно людей. Как будто все выходят из строя только для этих особых случаев. Думаете, они ходят в церковь всего пару раз в год? Наверное. Думаю, многие люди ходят в церковь только изредка, возможно, просто на большие праздники. Я тоже так думаю. Как будто они хотят сохранить видимость верующих, но на самом деле не практикуют это регулярно. Ну, по крайней мере, они стараются приезжать сюда в самые важные христианские праздники, даже если они не проводятся круглый год. Правда, думаю, это лучше, чем вообще не ходить. Такое большое скопление людей, должно быть, очень радует пасторов, даже если они приходят немного спорадически. Думаю, что да. В это пиковое время церкви должны собирать много пожертвований. Определенно. Рождество и Пасха, вероятно, являются хлебом с маслом для многих церквей. Урок 14. Таинственный звонящий. Привет, Анна. Мне раньше поступил странный звонок. Это был мужской голос, но он сказал, что это мой голос. Ага, это странно. Ты узнал голос. Нет, я понятия не имею, кто это был. Звонок только что сказал «Джон здесь», когда я ответила. Как странно. Что вы сказали? Я только что сказал «Это Джон», а мальчик сказал извините, неправильный номер», и положил трубку. Это так странно. Думаете, это был шутливый звонок или что-то в этом роде? Не уверена. На самом деле это не было похоже на шутку. Ребенок просто выглядел растерянным. Возможно, это был просто неправильный номер, и мальчик осознал свою ошибку. Тем не менее, немного странно, когда ребенок звонит. Да, не знаю. Это просто застало меня врасплох. Если это повторится, я, возможно, попытаюсь получить от них больше информации. Урок 15. Расслабьтесь дома в жаркий день. Привет, Анна. Я рада, что наш дом остается красивым и прохладным даже в эти жаркие летние дни. Это идеальное место для отдыха. Согласен, Джон. Жара может быть сильной, но наш уютный дом — желанное убежище. Чем вы любите заниматься, чтобы побороть жару? Ну, обычно я беру прохладительный напиток и отдыхаю в гостиной с включенным кондиционером. Возможно, почитайте книгу или посмотрите фильм. Звучит прекрасно. Мне нравится ставить ноутбук во внутреннем дворике и заниматься работой, наслаждаясь легким бризом. Ах да, внутренний дворик – отличное место для отдыха в тени и прохладного бриза. А если я буду вести активный образ жизни, я могу заняться легкой тренировкой в тренажерном зале на цокольном этаже. Отличная идея.
Очень важно оставаться активным даже в жаркий день. Хотя, признаюсь, я с большей вероятностью побалую себя ледяным лакомством, например, фруктовым мороженым или мороженым. МММ. Мороженое сейчас звучит идеально. Возможно, мы сможем побаловать себя позже и вкусно перекусить вместе. Мне бы очень понравилось. Именно простые удовольствия делают эти жаркие дни намного более терпимыми. Абсолютно. Пока у нас дома есть маленький оазис, мы можем справиться с жарой и расслабиться с комфортом. Урок 16. Продуманная экскурсия по магазинам. Доброе утро! Вы заметили, что в последнее время в городе проходят отличные распродажи? Готов поспорить, Джон. Я искал новую летнюю одежду и предметы домашнего обихода. Отправимся ли мы в путешествие по магазинам? Похоже на план. Я тоже собирался купить несколько вещей для дома. С чего нам начать? Что ж, я слышала, что в универмаге есть отличные предложения на своих складских стеллажах. А новый дисконтный магазин только что открылся. Я слышал, что у них отличные цены. Аутлет, да. Это определенно стоит проверить. Кроме того, держу пари, мы также сможем найти уникальные находки в местных бутиках. Абсолютно. Сочетание крупных магазинов и местных магазинов — это способ найти лучшие предложения. Я готов, когда бы ты ни был, Джон. Отлично. Давайте составим маршрут наших покупок и посмотрим, сколько выгодных сделок мы сможем заключить сегодня. Обожаю хорошую охоту за сокровищами. Это будет очень весело. Кто знает, какие скрытые сокровища мы можем найти. Именно так. Острые ощущения от охоты – это половина азарта. Хорошо, давайте начнем. Экономия ждет вас. Урок 17. Разрушение стереотипов на поле. Привет, Анна. Ты вчера вечером смотрел большой футбольный матч. Конечно, так и было, Джон. Это было не просто ноготь, но это была отличная демонстрация мастерства. Определенно. Этим игрокам казалось, что на поле все выглядело непринужденно. Именно так. Футбол часто называют клубом для стариков, но проявленный талант и атлетизм доказывают обратное. Вы совершенно правы. В частности, женская игра такая же захватывающая и соревновательная, как и мужская. Абсолютно. Скорость, ловкость и стратегическое мышление женщин-игроков действительно впечатляют. Абсолютно. Настало время разрушить устаревшие представления и оценить футбол как динамичный глобальный вид спорта. Хорошо сказано, Джон. Разнообразие и инклюзивность игры являются частью того, что делает ее такой особенной. Не могу не согласиться с этим. Футбол объединяет людей из всех слоев общества. Это объединяющая сила. Урок 18. Встреча с дикой природой. Ух ты, никогда не догадаешься, что случилось со мной вчера во время моего похода. Расскажи, Джон. Это было что-то захватывающее. Или, может быть, немного страшно. На самом деле, и то, и другое понемногу. Когда я гулял по лесу, я наткнулся на черного медведя.
Черный медведь. Боже мой, это, должно быть, была неплохая встреча. Как вы отреагировали? Что ж, сначала я замерзла, но потом потихоньку начала отступать, не отрывая глаз от медведя. Умный ход. Черные медведи могут быть непредсказуемыми, поэтому предоставление им места, безусловно, самый безопасный способ. Абсолютно. К счастью, медведя, похоже, больше интересовала добыча пищи, чем общение со мной. Это большое облегчение. Я рад, что вы сохранили спокойствие и смогли благополучно выйти из ситуации. Я тоже. Безусловно, это было настоящее приключение, наполненное адреналином, но я благодарна за то, что осталась невредимой. Урок 19. Четкие ожидания. Привет, Анна. Я хотела поговорить с тобой о чем-то важном. Конечно, в чем дело? Что ж, я думаю, важно четко определить ожидания от нашего проекта. Вы правы. Это хорошая идея. Какие ожидания вы имели в виду? Думаю, нам следует определить наши роли и обязанности, а также установить некоторые сроки. В этом есть смысл. Коммуникация. Ключ к успешному сотрудничеству. Именно так. Думаю, если мы будем придерживаться единого мнения, мы сможем работать намного эффективнее. Согласовано. Давайте сядем и рассмотрим все шаг за шагом. Звучит неплохо. Я рад, что мы нашли время, чтобы все исправить с самого начала. Урок 20. Внешний вид имеет значение. Привет, Анна. Могу я у тебя кое-что спросить? Конечно, в чем дело? Вам когда-нибудь казалось, что внешность может вводить в заблуждение? Интересный вопрос. Что именно вы имеете в виду? Что ж, я смотрел это шоу на днях, и у главной героини были черные волосы и серьезное поведение. Хорошо, продолжайте. Но потом выяснилось, что она действительно очень веселая и веселая, как только вы с ней познакомились. Понимаю, что вы имеете в виду. Иногда мы делаем предположения, основываясь на чьей-то внешности. Именно так. Поначалу мне показалось, что из-за ее раскрасок она казалась почти неприступной. Урок 21. Наслаждение мелочами. Привет, Анна. Ты смотрела новое шоу, о котором все говорили? Ты имеешь в виду ту, что про причудливую семью? Да, я уже успел это понять. Так здорово, правда. Мне очень понравились мелкие детали и нюансы. Я тоже. Тонкий юмор и взаимодействие персонажей действительно выделяют эту игру на фоне других. Определенно. Это шоу, которое просто добавляет еще один слой удовольствия. Абсолютно. Чем больше смотришь, тем больше ценишь мелочи. Именно так. Это шоу, которое вдохновляет и развлекает вас. Абсолютно. Это освежающая смена темпа по сравнению со многими обычными телевизионными блюдами. Конечно. Я рада,
что мы оба открыли для себя эту жемчужину шоу. Урок 22. День на пляже. Доброе утро! Вы слышали о новом пляжном курорте, который только что открылся? Да, я так и сделала. Я давно хотела это проверить. Как вы думаете, стоит ли нам планировать поездку туда на эти выходные? Звучит потрясающе. Я бы с удовольствием пошел в поход и поплавал. Это был бы отличный способ выйти на улицу и насладиться хорошей погодой. Определенно. Мы могли бы взять с собой обед для пикника и посвятить ему целый день. Я слышала, что с пешеходных троп открываются захватывающие дух виды. Это прекрасно. Я уже жду этого с нетерпением. Наверное, нам тоже стоит взять с собой солнцезащитный крем и пляжные полотенца. Отличный звонок. Там будет жарко. Я также обязательно возьму с собой шляпу и солнцезащитные очки. Похоже, у нас все готово. Не могу дождаться, когда смогу завести с тобой новые воспоминания на пляже. Я тоже. Это будет очень веселое приключение. Я так рада исследовать окрестности вместе с вами. Потрясающе! Я обязательно сделаю много фотографий, чтобы мы могли оглянуться на день, проведенный на пляже. Урок 23. Месяцы года. Привет, Анна. Ты знаешь, что в году 12 месяцев? В самом деле, я этого не знал. Как называются месяцы? Итак, первый месяц – январь, затем февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и, наконец, декабрь. Ух ты! Это еще многое нужно запомнить. Мне придется это записать. Да, поначалу это может быть немного сложно, но как только вы освоитесь, все легко запомнить. Хорошо, позвольте мне повторить их. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Отличная работа! У вас все получилось. Спасибо, что вы нашли время объяснить мне эти месяцы. Это очень помогает мне в изучении английского языка. Совсем без проблем. Я рад помочь вам улучшить свой английский. Дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы. Урок 24. Упругость и текстура. Привет, Анна. Когда вы выбираете фрукты и овощи, как узнать, какие из них созрели? Отличный вопрос. Обычно я ищу прочные, но не слишком прочные. Осторожное нажатие на них поможет определить твердость. Ах, понятно. В этом есть смысл. А как же текстура? Это тоже важно. Абсолютно. Вы хотите найти гладкую и ровную текстуру. Также рекомендуется избегать пятен или мягких пятен. Хорошо, я учту это. Осторожно нажмите, чтобы проверить упругость, и найдите приятную равномерную текстуру. Звучит как неплохой подход. Именно так. Это требует некоторой практики, но вы освоитесь. Главное — быть осторожными и не давить слишком сильно. Верно,
Я не хочу портить продукт. Спасибо за советы. Это действительно поможет мне выбрать лучшие фрукты и овощи. Я рада, что смогла помочь. Дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы. Сгодится. Это была очень информативная беседа. Урок 25. Изучение вариантов аренды жилья для отдыха. Привет, Анна. Ты все еще планируешь отпуск на Карибах? Да, я такой. Я много изучал жилье для отдыха, но это может быть немного ошеломляющим. Могу себе представить. Есть так много вариантов. Что вы искали в частности? Что ж, я пытаюсь найти хорошую и доступную аренду с хорошими отзывами предыдущих гостей. Это разумный подход. Ключевым моментом является поиск веб-сайтов с высокими рейтингами и положительными отзывами. Абсолютно. Я искал в интернете объявления об аренде жилья с множеством подробных отзывов. Это отличная стратегия. Чем больше информации вы соберете, тем лучше вы сможете найти идеальное место. Именно так. Я хочу убедиться, что я получаю хорошее и качественное жилье. Определенно. Время, потраченное на исследование, в конце концов окупится. Урок 26. Приключения в разделе «Продюсер». Привет, Анна. Вы недавно заглядывали в раздел продуктов. У них есть удивительные свежие фрукты и овощи. А, правда. Какие продукты вам понравились? Я пробовал кое-что новое. На днях я купила кучу сочных манго и немного хрустящего болгарского перца. Звучит очень вкусно. Обожаю манго. Они такие сладкие и освежающие. Что ты любишь готовить из них? Обычно я просто нарезаю их ломтиками и ем в качестве закуски, но я уже готовила сальсу из манго. Это идеальная начинка к рыбе или курице. Звучит неплохо. Мне придется попробовать. Как насчет сладкого перца? Как вам нравится его использовать? Болгарский перец настолько универсален. Я нарезаю их ломтиками и добавляю в салаты, а иногда заправляю рисом и мясным фаршем, чтобы вкусно поесть. А, фаршированный перец звучит потрясающе. Во время следующей поездки в продуктовый магазин мне придется присмотреться к красивым перцам. Определенно, производственный отдел находится там, где он есть. Всегда есть много свежих и вкусных блюд, которые стоит попробовать. Урок 27. Доступные приключения. Привет, Анна. Вам удалось найти хорошие предложения по проживанию для предстоящей поездки. Знаете, я искал более доступные варианты. Я нашла хороший небольшой отель типа «Постель и завтрак», который кажется мне отличным соотношением цены и качества. Это круто! Когда вы пытаетесь путешествовать с ограниченным бюджетом, ключевым фактором является экономия денег на жилье. Абсолютно. Кроме того, я искал несколько местных закусочных, предлагающих блюда по действительно разумным ценам. Отлично! Это также поможет вам снизить расходы на еду. Еда в более дешевых местах – разумный способ увеличить бюджет на поездку.
Определенно. Мне нужно будет сэкономить как можно больше, чтобы потратить деньги на веселые развлечения и развлечения. Good thinking. What kinds of things are you hoping to do on your trip? Well, I'm really looking forward to checking out the hiking trails in the nearby nature preserve. And I heard there's a cool outdoor market I want to explore. Ooh, the hiking and the market both sound like a great time. Those kinds of free or low cost activities are perfect for budget travel. Lesson 28, Touring by Transit. Hey Anna, how are you planning to get around on your upcoming trip? Well, I was looking into the public transportation options, and it seems like the bus system is a really convenient way to get to all the main attractions. Nice, taking the bus is such a smart choice, especially if you're trying to save money. Absolutely. I found out there's a bus that goes directly to the entrance of the nature preserve I want to hike in. That's perfect, no need to worry about parking or gas. The bus will drop you off right where you need to be. Exactly. And I heard there's also a bus that runs between the downtown area and the outdoor market, so that'll make getting there a breeze. Похоже, система общественного транспорта в этом городе очень хорошо развита и удобна для туристов. Это действительно так. Я рада, что обратила на это внимание, потому что так передвигаться станет намного проще и доступнее. Отлично. Общественный транспорт – недооцененный способ исследовать новое место, особенно если у вас ограниченный бюджет. Урок 29. Указатели по упаковке. Привет, Анна. Ты начинаешь готовиться к предстоящей поездке. Да, сейчас я занимаюсь упаковкой вещей. У вас есть какие-нибудь советы для меня? Определенно. Я всегда рекомендую упаковывать товары, предназначенные для путешествий, по возможности. Это отличная идея. Это поможет мне сэкономить место в чемодане. Именно так. И в наши дни вы обычно можете найти версии всех необходимых туалетных принадлежностей в дорожных размерах. Приятно это знать. Мне придется присмотреться к этим маленьким бутылкам и контейнерам. Еще один совет. Старайтесь брать с собой универсальную одежду, которую можно комбинировать и сочетать. Это умно. Так я смогу создать больше нарядов из меньшего количества вещей. Точно. И не забудьте оставить в багаже место для любых сувениров или покупок, которые вы можете сделать. Урок 30. Вдумчивый разговор. Привет, Анна. Я много думала о наших планах на будущее. Что скажешь? Доброе утро, Джон. Я тоже об этом думала. О чем ты думаешь? Что ж, мне интересно узнать ваше мнение. Как насчет того, чтобы начать с совместного изучения новых интересов? Звучит прекрасно. Я собирался попробовать новое хобби. Хочешь присоединиться ко мне? Не возражаете, если я предложу заняться волонтерством? Думаю, это было бы полезным способом провести время. Я думала о том же.
Мы могли бы реально изменить наше сообщество к лучшему. Абсолютно. Было бы здорово найти дело, которым мы оба увлечены. Я согласен. Для нас это прекрасная возможность расти и оказывать влияние. Не могу не согласиться с этим. Я рад, что мы пришли к единому мнению по этому поводу. Урок 31. Приключения на свежем воздухе. Привет, Анна. Мне не терпится исследовать природу вместе с тобой в эти выходные. Я тоже, Джон. Я ждал этого целую вечность. Знаю, это будет круто. Нам будет очень весело ходить в походы и открывать для себя новые достопримечательности. Определенно. Я уже представляю себе красивые пейзажи и свежий воздух. То же самое и здесь. Это будет идеальный способ зарядиться энергией и расслабиться. Абсолютно. Мы заслуживаем этого времени наедине с собой на свежем воздухе. Не могу не согласиться с этим. Это приключение запомнится надолго. Я так взволнована. Давайте вместе воспользуемся каждым моментом по максимуму. Готов поспорить. Это будут выходные, которые мы никогда не забудем. Урок 32. Баланс между работой и игрой. Здравствуйте, Анна. Я думала о том, как мы можем уделять больше времени своим хобби. Отличная идея, Джон. Нам определенно следует попытаться найти лучший баланс между работой и личной жизнью. Именно так. Очень важно проводить время с друзьями и заниматься своими увлечениями. Не могу не согласиться с этим. Нам следует составить план, чтобы запланировать больше досуга. Звучит отлично. Мы можем начать с того, что мы можем посвятить несколько часов в неделю своим хобби. Это выполнимо. Кроме того, мы можем вовлечь наших друзей, сделать это групповым занятием. Отлично. Уверен, они с удовольствием присоединятся к нам в наших новых хобби-проектах. Абсолютно. Это будет очень весело. Мне не терпится начать. Я тоже. Это идеальный способ зарядиться энергией и восстановить связь. Урок 33. Оставайтесь на связи. Привет, Анна. Я заметила, что в последнее время ты часто используешь это слово. Вы имеете в виду любовь? На самом деле я этого не заметил, но вы правы. Да, довольно интересно, что это слово постоянно всплывает. Знаете, я думаю, это потому, что нам очень нравится проводить время вместе. Абсолютно. Наша связь очень особенная, и я дорожу каждым моментом, проведенным с вами. Я чувствую то же самое. У нас такая крепкая связь, и я благодарна за это. Я тоже. Нам важно развивать и радоваться нашим отношениям. Определенно. Мы должны уделять приоритетное внимание качественному времени и открытому общению. Согласовано. Это ключ к сохранению нашей любви и неразрывной связи. Урок 34. Общее видение. Анна,
Я много думала о наших будущих планах и целях. Правда. Я тоже об этом размышлял. О чем ты думаешь? Что ж, мне бы хотелось сначала услышать ваши мысли. Какое у тебя видение? Я вижу, что мы продолжаем расти вместе, поддерживая мечты и чаяния друг друга. Именно это я и надеялся услышать. Я хочу, чтобы мы стали партнерами во всех смыслах. Определенно. Нам следует сесть за стол переговоров и наметить план по воплощению этого видения в жизнь. Абсолютно. Я очень рад сотрудничать и наметить дальнейшие шаги. Я тоже. Это будет невероятное путешествие, и я рада, что мы отправимся в него вместе. Не могу не согласиться с этим. У нас светлое будущее, и мне не терпится увидеть, чего мы добьемся. Урок 35. Расчистка леса. Доброе утро. Анна, вы слышали о плане расчистки леса, чтобы освободить место для ферм и городов? Да, у меня есть. Меня беспокоит влияние, которое это окажет на окружающую среду. Вырубка всех этих деревьев кажется вредной. Я понимаю ваше беспокойство, но земля нужна людям для жизни и выращивания продуктов питания. Прогресс иногда требует трудных решений. Я знаю, но разве мы не можем найти способ освоить землю, не уничтожив весь лес? Необходимо найти более устойчивое решение. Что ж, лесорубы говорят, что они пересадят несколько деревьев, но я не уверен, что это полностью восполнит потерянное. Это сложный вопрос. Именно так. Нам необходимо тщательно обдумать долгосрочные последствия, прежде чем торопиться с этим. В лесу обитает очень много видов животных. Это правда. Мне нужно будет подробнее ознакомиться с планом и посмотреть, есть ли альтернативы, которые лучше защищают окружающую среду. Спасибо, что вы отнеслись к этому непредвзято. Возможно, мы сможем вместе изучить некоторые идеи экологически безопасного развития. Отличная идея. Буду признателен за ваше мнение по этому поводу. Нужно найти способ удовлетворить наши потребности, не опустошая лес.